Я собрал 5 нейросетей и посмотрел, как они будут работать с криптоотраслью. Будет интересно, потому что мы с вами будем проводить АИ Криптобаттл. Погнали. На своих экранах вы видите первый сезон АИ Криптобаттла. И здесь у нас будет 3 видео. Выпуск 1, выпуск 2 и выпуск 3. И в конце будут подсчет очков. У нас есть сегодня выпуск первый, это по визуалу. И будет 3 задания на каждую нейросеть. У нас GPT, Grok, Minara, которая позиционирует себя как крипто АИ. Посмотрим, как она справляется. Claude и Gemini. Посмотрим, кто из них сегодня выдаст лучший результат по 3 вымышленным заданиям. У нас есть лендинг мемкоина, дашборд портфеля и NFT коллекция. Посмотрим по HTML странице, по визуалу, как они работают. Один и тот же промпт будет для всех, правила одинаковые. Мы будем в прямом эфире с вами наблюдать за этой картиной. Это интерактивная табличка, где мы после каждого результата будем нажимать сюда и от 1 до 5 ставить баллы. Если кому-то я поставил 2 балла, то я уже другому не смогу поставить 2, поэтому по-любому кто-то займет первое место, точнее 1 балл, кто-то займет 5. В итоге у нас будет средний балл. За все 3 выпуска средних баллов у нас появится итога и места, которые займут наши АИшки. На сегодня у нас 3 задания, по каждому небольшой промптик, одинаковый буду вставлять. У нас ChatGPT с версии 5.2, улучшенная Go версия. Grok я поставил Thinking, то есть 4.1. Minara у нас качество. Claude у нас Opus 4.6. И Gemini будет Pro версия. Критерии будут простые. Это диаграмма, анимация, различные roadmap, вообще общая картина, как выглядит. Поэтому будем по этим критериям судить. Итак, я придумал вымышленный мемкоин Gigabull. У нас с вами и медвежка, и бычка. Ничего не понятно, поэтому это лендинг для мемкоина будет. Концепция бык на стероидах, символ вечного бычьего рынка. Страница должна содержать секцию с названием, тикером, слоганом. В общем, здесь можете на паузу поставить и прочесть. Давайте я копирую, вставляю во все нейронки. Нейронки нам должны выдать HTML-файл, который мы будем прямо в браузере смотреть. Все нейронки у нас думают, ChatGPT один из первых у нас работает. Здесь у нас генерация идет. Minara до сих пор думает. Claude также разрабатывает. И Gemini тоже уже создал. Итак, все 5 нейронок уже справились. Я скачал HTML файл, где-то создал, где просто код. Давайте смотреть. Первый у нас был ChatGPT. Выглядит следующим образом. В принципе, с заданием справился, ничего сложного. Анимация присутствует. Все на английском языке. Вот такая вот токеномика незаурядная. Информации не так много. Давайте посмотрим далее. Может, дальше еще хуже. Это был ChatGPT. После этого у нас идет Grok. Grok уже выдал более интересную информацию, то есть на фоне у нас золотой бык уже поинтересней. Но здесь шрифт не очень интересный, почему Gigabull, то есть не сходится. Некоторая информация по токеномике, по визуалу токеномики плюс-минус также. Здесь roadmap выглядит такое себе. В общем, не идеал, но то, что сделан уже на фоне бык золотой, это придает некой интересной концепции. Дальше у нас после Grok идет Minara и самое интересное, потому что это крипто, искусственный интеллект. Давайте посмотрим, что придумал он. Придумал он следующим образом, просто нарисовал быка, Gigabull, но тоже есть анимация, то есть видим, что у нас некий дизайн прорисовывается. И здесь уже на русском языке все. Очень удобные таблички, которые подсвечиваются, здесь мне нравится уже больше. Токеномика крутится. У всех промпт, напомню, одинаковый, каждый делает по-своему. И дорожная карта, в принципе, читаема и понятна, то есть здесь все по-русски. Понятно, можно сделать на английском, но у нас был промпт на русском. То есть здесь более-менее все простенько, да, особенно вот эта страничка, но понятно. Четвертое у нас был Claude 4.6 Opus. Давайте посмотрим, что он сделает. Ну, конечно, Opus выглядит гораздо интереснее, потому что сверху можно переходить с плавной анимацией. Дальше у нас неоновые пульсирующие элементы. Здесь у нас идет бегающая страничка. Да, не на русском языке, но опять же довольно интересная, более профессиональная, я бы сказал, все сделано с крутыми анимациями, с правильным, так сказать, распределением, где что должно стоять. Мне очень понравилось. И пятый у нас Gemini выглядит следующим образом. Некий слоган даже придумал: абсолютная сила, вечный рост, никаких медведей. Тоже есть плавные анимации. Показано, почему именно Gigabull, токеномика. Но не так интересно, например, как в Claude. Итак, давайте подведем итоги по первому заданию. Еще раз пролистнем, посмотрим.
Я бы, конечно, на первое место выдал Claude Opus, потому что здесь, я думаю, без вопросов он выглядит очень круто, даже не имея русского языка. Ставим ему 5 баллов. Сюда ставим 5. На четвертое место, наверное, поставлю Minara, потому что сделано все на русском языке, на понятном для CIC аудитории. Супер круто. Дорожная карта, токеномика, все на своих местах. Я бы четвертое место дал и Gemini, и Minara. Ну, наверное, в этом конкурсе это будет Minara. Подумаем, кого можно поставить на третье место. Это точно не GPT, кому дать 3 балла, потому что сделал посредственно. Grok тоже. Наверное, это все-таки Gemini. Он сделал все четко, грамотно, еще даже придумал слоган. Поэтому Gemini даем 3 балла. 2 балла я дам, наверное, Гроку, исключительно из вот этой заднего фона, очень крутого с золотым быком. Поэтому отдаем Гроку 2 балла и чату GPT, к сожалению, в этом конкурсе 1 балл. И у нас есть уже средний балл, он будет плюсоваться, как только мы сделаем второе и третье задание в первом выпуске. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса. Конечно же, удобный и практичный интерфейс самого приложения. И самое главное, быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании. А теперь продолжаем. Итак, задание 2 вы видите на своих экранах. Можете поставить паузу. Это профессиональный дашборд криптопортфеля. Что она должна содержать? Посмотрим, как справятся аишки. Погнали. Итак, все дашборды справились спустя 10 минут. Давайте смотреть. Первый на подходе у нас чат GPT. Чат GPT сделал следующим образом. Слева боковая панель есть. Также у нас есть вымышленная цена, насколько я понял. Внизу биткоин. Почему-то 42 тысячи. Надеюсь, это непрогнозируемо. Эфириум, Solana. Но все выглядит довольно простенько. Довольно простенько. Давайте нажмем. Нигде не нажимается. Вот такая вот страничка. Далее у нас идет Grok. Grok сделал следующим образом. Очень похоже, кстати. Здесь уже портфолио у нас на 205 тысяч. Внизу биткоин уже 62 500. Как будто бы более к реалистичным ценам. Эфириум 3200. Здесь гигабул, кстати, вот цена наша. Оказывается. Следующим у нас, в принципе, они похожи. ChatGPT, Grok, я думаю, в этом ролике будет плюс-минус похоже по визуалу. Дальше у нас идет Minara. Это крипто AI, посмотрим, что она придумала. Здесь уже выглядит посимпатичней, но нифига нету графика. Его здесь вообще нету, ничего не нажимается, 127 тысяч, но по факту здесь ничего нет. Крипто-портфолио. Далее у нас идет Claude Opus 4.6. Здесь, конечно же, мы с вами видим более профессиональную аналитическую панель. Справа у нас общее количество, слева мы видим маркет, портфолио, маркет, трейд и историю. Здесь выглядит довольно интересно, дополнительные какие-то аллокации, таблички. Мне более-менее понравилось. Здесь также у нас есть чарт за 24 часа, за объем и так далее. Здесь биткоин 104. И последний у нас Gemini. Посмотрим, что придумала она. Давайте нажмем. Здесь выглядит все довольно интересно. Задание само по себе не очень интерактивное. Сложно куда-то разойтись, потому что все четко. Но здесь мы с вами видим, если мы наводим, открывается панель. Это плюс, я могу сказать, что он сам уже доделал интересную такую стратегию. Общий баланс у нас, сколько стоит биткоин на данный момент. Четко все описано. Эфириум не совсем четко. Что самое интересное, здесь нету нашей монеты. Единственное, где есть наша монета, это в Claude Opus и в Grok. 5 баллов я хочу отдать либо Claude Opus, либо Gemini. Gemini плюс, что здесь вот такое интерактивное окно меня прикольнуло. Здесь же больше различных табличек. Я думаю, Gemini отдам первое место, то есть 5 баллов. Так и сделаем. Дашборд портфеля Gemini у нас получает 5 баллов. На втором месте, то есть 4 балла у нас по-любому получает Claude, а вот здесь уже далее интересно. Если мы берем того же Grok, то здесь все очень приближенно, то есть нужно вниз еще листать куда-то. Здесь все сразу на одной страничке. Очень удобно у чата GPT, хоть в принципе ничего нет. Поэтому я дам чату GPT 3 балла. Далее 1 и 2 балла. Grok у нас сделал хотя бы график, уже видно. Также есть наша монетка. Здесь же Minara вообще ничего нет. По-любому Minara получает 1 балл.
и Grok получает 2 балла. По итогу двух заданий на данный момент у нас 2 балла получает GPT и Grok, Minara 2,5, Claude 4,5 и Gemini 4. И сейчас у нас будет третье задание, это NFT коллекция. Задание номер 3: создать страницу NFT коллекции, вымышленный гигабал Genesis. И что должна содержать страница? Можете поставить на паузу, а я пока вставлю этот промпт во все аишки. Итак, все нейронки справились с третьим заданием. Я открыл странички, давайте смотреть, как будет выглядеть NFT коллекция гигабал Genesis. Погнали. Первый у нас ChatGPT, как всегда незаурядно. Видим, что есть отчет, остался один день, вся информация, сколько уже заминчено, но очень все тускло, пресно, не очень красиво, но как минимум сделал, это уже хорошо. Далее у нас идет Grok, давайте посмотрим, как сделал он. Коллекция уже на русском языке, мин заканчивается через определенное количество дней, но все не центрировано, посмотрите, как влево уходит, не очень интересно, может вот так вот сделать, нет, не помогает. Здесь мы с вами видим статистику коллекции, примеры NFT, ну уже какие-то таблички есть, но все очень вытянуто вертикально, не структурировано. Далее на третьем месте у нас Minara AI, это, напомню, крипто аишка, посмотрим, как справилась она. Здесь уже выглядит поинтересней, здесь уже есть наш логотип, галерея, минт, вопросы-ответы, уже более интересно. То есть таблички выглядят интересно, вроде бы как коллекция, если мы картинки добавили, минт гигабул, сколько осталось, вопрос-ответы, здесь уже более-менее симпатично. Далее у нас шоу Claude Opus с моделью 4.6, я думаю, он справился лучше всех, давайте перейдем, я еще не смотрел. Выглядит следующим образом, довольно стильно. 10 тысяч уникальных NFT. Здесь также есть небольшие анимации, когда наводишь. Давайте посмотрим ниже. Здесь действительно все довольно интересно, несмотря на шрифт немного странный. Здесь уже карточки, сами NFT выглядят интересные, как будто бы это что-то либо с OpenSea взято, вдохновлялся, либо с Magic Eden. Также клейм наши NFT. Ну, довольно интересно. Тоже есть вопросы, ответы, что важно. То есть первых двух не было. И на последнем месте у нас Gemini. Давайте посмотрим, как сделал он. Здесь можно подключить кошелек, то есть он добавил такую функцию. Небольшие анимации, тоже такой градиент на Public Mint. Коллекции выглядят тоже довольно неплохо. Когда наводишь, они выделяются. В принципе, неплохо. Давайте распределять баллы и смотреть, кто сколько получит. Начнем с самого нижнего. Конечно же, ChatGPT сделал все посредственно и пресно. Он получает 1 балл. То есть ChatGPT, нажимаем 1 балл. Если говорить про 2 балла, конечно же, Claude Opus и Gemini не получают 2 балла. Это либо Minara, хотя она в принципе сделала довольно интересно. Скорее всего Grok. Мы видим, что здесь в принципе есть вся информация, но она не структурирована по границам. Поэтому Grok у нас по визуалу третьего задания получает 2 балла. Дальше будет самое интересное. У нас есть Minara, у нас есть Claude. Claude, чем мне нравится, здесь очень стильный шрифт. Вот это большой плюс. 3 балла, наверное, все-таки я отдам Minara, потому что не могу я отдать и Gemini. Здесь более стильно, более интересные анимации и так далее. Фронтенд настроен неплохо. Поэтому Minara у нас займет 3 балла честных. И Claude, конечно же, 5. И Gemini 4. И первый день у нас закончился. Давайте смотреть на общие баллы, на средний балл первого выпуска. Напомню, всего будет 3. Итак, на последнем месте у нас находится GPT, у него 1.7 баллов, это средний. На четвертом месте у нас Grok 2 балла. На третьем Minara 2,7. Далее идет Gemini 4.0 и Claude. Но это не значит, что, например, ChatGPT всегда будет на последнем месте. Возможно, во втором выпуске, где будет аналитика, а в третьем код, он вырвется на первое место. Поэтому в сезоне, в общем, мы посчитаем, кто на каком месте будет. Пишите в комментариях, какая нейронка по первому выпуску вам понравилась больше и рекомендуйте друзьям. Всем пока.